Тема данного представления – векторы. Векторы – это неотъемлемый математический аппарат, который используется для описания большого числа физических, технических и иных процессов и явлений с целью адекватного моделирования явлений окружающего мира. Есть некоторое элементарное определение, которое большинство из вас знает из школы, что вектором называется величина, заданная численным значением и направлением в пространстве. Графический вектор изображается стрелкой в пространстве, указывающей это направление. Геометрический же вектор изображается отрезком прямой линии, со стрелкой на конце, направление которой совпадает с направлением вектора в данной точке, а длина отрезка, который называется модулем вектора и обозначается в таких прямых линиях, равна численному значению вектора в определенных, конечно, единицах измерения. Как видно, вектор можно по-разному обозначать. Либо, вектор со стрелочкой указать это таким образом, либо жирной буквой. И это два стандартных обозначения, которые традиционно используются. Можно указать вектор, имея в виду, что у него есть начальная точка и конечная точка. Тогда в школе вас учили, наверное, можно сказать, что вектор – это точка А, а это точка Б. И тогда вектор задается двумя этими буквами, которые здесь представлены. Дальше, если в каждой точке трехмерного, например, пространства возникает вектор, задан этот вектор, то говорят, что в пространстве определено векторное поле. Это такое элементарное определение, о котором я сейчас сказал. В математическом смысле это определение вообще ни о чем. Непонятно, как с этим работать, как с этими векторами, что можно их преобразовывать. Если преобразовывать, то как? Если это преобразование как-то написать, то какие математические правила должны быть использованы. И такое центральное еще здесь место есть, связанное с определением вектора. То, что это численное значение направления в пространстве. То есть уже косвенно используется понятие пространства. А это, нужно каким-то образом до этого еще дойти, договориться, как это понимать. Как в школе, например, изучали вы это так называемое, пусть говорим, двумерное пространство. Есть на плоскости система координат x, y. И в этом смысле, если на этой картинке тут нарисовать какой-то вектор, линию со стрелочкой, то говорят, что это вектор. У него есть начальная точка, есть конечная точка. И про этот вектор, конечно, нужно сказать, что в этом смысле этот объект, как он нарисован, его безразлично где нарисовать. Он одинаковый, если вы его будете рисовать в разных точках пространства, то это будут все равные векторы. Это свойство проще понять так, что не рисовать векторы в разных точках пространства, а двигайте эту систему координат куда хотите, начало системы координат, в любую другую точку. Сам-то вектор не меняется, он же будет один и тот же, хотя вы будете использовать разные системы координат. И в разных системах координат они тут и нарисованы, эти векторы, которые здесь представлены. То есть, вообще говоря, для вектора существенно относительно чего он определен. Вводят такое специальное определение, проекцию вектора на некоторое направление, в данном случае это направление Е, и если это единичный вектор, о чем мы будем говорить, это модуль вектора равен единице, то тогда проекция вектора – это такой отрезок, который получается умножением длины отрезка А умножить на косинус угла φ. Вообще говоря, конечно, эти проекции вектора могут быть прямо в математическом смысле зафиксированы, что его проекцию для конкретного вектора, у него начальная точка 1, 1 по оси x и конечная точка
Значит, соответственно, по оси x тройка и по оси y четверка. Но тогда эти проекции вектора, соответственно, на ось x как нужно определять? Вот расстояние от 3 отнимаете 2, от конечной точки отнимаете координаты от начальной точки, получаете проекцию на ось x. То же самое от четверки вы читаете конечную начальную точку этого вектора и получаете проекцию этого вектора на ось y. То есть вот проекции вектора более важными объектами являются, чем нарисование самих этих векторов, с которыми непонятно как их переносить, скажем, из одного пространства, точки в другую. Значит, вот, например, вот эти векторы, которые здесь изображены, все, значит, эти векторы имеют проекции 2 и 3. Ну вот поэтому они и равны, эти векторы, что у них проекции равны. Так вот, с проекциями векторов уже можно нормально работать, сравнивать векторы. Каким образом? Мы можем написать, что один вектор равен другому вектору, если проекции этих векторов, вот проекция вектора А, вот проекция вектора Б, если проекции одинаковые, два вектора одинаковые. В этом смысле уже вот здесь никаких картинок, никаких, так сказать, как определений, что начальная точка, конечная точка, ничего не требуется. Вот проекции векторов однозначно определяют положение вектора. Это двухмерное пространство. Если говорить про трехмерное пространство, ну, будет три проекции у соответствующего вектора. Ну, а модули векторов, ну, в данном случае, если они равны, то, конечно, это определяется как корень квадратный из квадратов, из суммы квадратов проекций векторов. Но надо сказать, что, конечно, проекция вектора не обязательно должна быть положительной, вот как тут нарисовано конкретно в этом примере. Проекция может быть и отрицательной. Вот, например, вектор вот так расположенный в системе координат. Вот у него эти проекции на ось x равняются минус 2. Вот, минус 2 это вот эта тройка, минус 3 вычитается, минус 1 будет минус 2. А проекция вектора на ось y, ну, соответственно, в данном конкретном примере это будет равно 4. Ну, то есть вот такие вот особенности в определении даже вот этого вектора принципиально, что вот можно про все вот это было бы не говорить, а сказать, что мы вводим объект, который имеет некоторое количество переменных, задающие этот объект. Ну и вот тогда проекции этих векторов, с ними легко определить любые математические, не любые, а некоторые математические операции, которые делаются в составе так называемой алгебры векторов. Ну, алгебра чисел вы знаете, что такое умножение, деление, там, сложение чисел. Вот для векторов то же самое можно определить некоторый набор правил, которые определяют так называемую алгебру векторов. Ну, так же, как и для чисел, вводится понятие нулевой вектор, вектор, модуль которого равен нулю. А направление нулевого вектора, конечно, не задано. Два вектора называются равными, если их модули одинаковы, а направление совпадает. Ну, вот это такое школьное определение. А мы сейчас с вами уже договорились, что это можно равенство векторов определять с использованием проекций соответствующих векторов. В школе уже вас обучали, что вот там сумма векторов, значит, как определяется, например, ну, для двух векторов, на произвольное количество векторов, как все легко обобщается. Вы к исходному вектору А, если вы хотите найти сумму векторов А плюс Б, то вы обязаны тогда действовать следующим образом. К концу вектора А, конец вектора, соединить с началом вектора Б, который мог быть где угодно в пространстве. Вы должны как-то же его соответствующим образом сюда перенести осмысленно. И тогда вот этот замыкающий вектор, это и есть как раз сумма этих векторов А плюс А и Б. Ну, в общем, это определение, повторяю, очень, практически невозможно использовать для каким-то заданным математическим аппаратом. Но если речь идет о проекциях, сейчас вы увидите, что все это легко делается. Ну, аналогично я не буду последовательно объяснять. Значит, разность векторов – это просто противоположный вектор, значит, складывается с этим исходным вектором. Ну, проекция векторов я уже сказал. Так вот, принципиально важно, что в алгебре векторов мы теперь понимаем, что такое сумма векторов. Так мы и напишем, как вы в школе изучали. Но тогда мы определим, что этот вектор c есть вектор, проекции которых определяются суммой проекций каждого из векторов. Ну вот на ось x вот была проекция вектор AX, а вот проекция этого вектора b
на ту же, скажем, ось Vx, на ту же самую ось x. И вот их в сумме они вам дают проекцию суммарного вектора, точно так же на ось y. И в этом смысле это правило, вот, которое здесь мнемоническое правило, что, мол, перенесите вектор, совместите вот так-то, там получите суммарный вектор, оно, по сути дела, в математическом смысле выражается вот этими соотношениями. Сумма и разность компонент векторов. Ну и последнее, еще можно сказать, что этот вектор, конечно, можно умножать на любое число. Любое число. Это означает умножение вектора на число, что проекции компонентов этого вектора умножаются на это число. Каждая проекция из вектора. В этом смысле вектор либо удлиняется, либо уменьшается его модуль этого вектора, так, а направление не поменяется. Вот. Значит, это умножение вектора. Так вот, все-таки возвращаясь к тому, что неизбежно приходится при рассмотрении векторов говорить о каком-то базисе, то есть относительно чего задается вектор, то вот несколько определений здесь я приведу, элементарных, что есть такое понятие линейно зависимые векторы. Вот если выполняется вот такое вот соотношение, что сумма векторов при ненулевых этих коэффициентах альфа, где альфа это числа, то вот это определяет так называемые линейно зависимые векторы. Ну, например, вот если два линейно зависимых вектора, то они, очевидно, параллельны, да? Ну, просто фактически один вектор умножается на число типа равного отношения вот этих коэффициентов друг к другу. Три линейно зависимых векторов лежат в одной плоскости, легко это установить. Так вот, базисом трехмерного пространства, то есть способом, с помощью которого фиксируется положение этих векторов, называется произвольная система трех линейно независимых векторов. Линейно независимых векторов. Вот это уже соотношение не выполняется. При заданном базисе для любого вектора имеет место вот такое вот элементарное соотношение, разложение, что любой вектор вы имеете право разложить по этому базису, и тогда компоненты этого вектора, они могут быть названы AX, AY, AZ, ну скажем, для трехмерного пространства, ну либо то же самое A1, A2, A3, для того, чтобы можно было вместо вот таких длинных формул писать формулы с учетом алгебраического определения значка суммы. Что такое система координат? Система координат это вот что. Откладывая тройку вот этих базисных векторов из одной точки пространства, которая называется началом координат, и называя прямые линии, которые являются продолжением вот этих вот единичного базиса, называя их осями координат, получим произвольную косоугольную декартовую систему координат. Это косоугольная система координат. А вот если базисные векторы ортогональны, ну, то есть взаимно перпендикулярны, и модули их равен единице, то они называются ортами прямоугольной системы координат. Часто используются такие вот элементарные общепринятые обозначения для декартовой системы координат в трехмерном случае. Ось x, орт этой системы, это обозначается буквой I, по оси y орт этой декартовой так называемой системы G обозначается, и буквой K по оси Z. Либо в алгебраических обозначениях это то же самое E1, E2, E3. Для каждого орта тут у нас были разные буквы, а в алгебраическом обозначении это будет E с индексом каким-то I. Да, ну вот тут было использовано, что взаимно ортогональные вот эти вот векторы. Ортогональность означает, что по крайней мере вот они расположены, ну по крайней мере таким вот образом. Значит, есть один единственный вектор, который начинается от начала выбранной системы координат. И он имеет специальные наименования. Радиус вектор точки в пространстве – это есть вектор, проведенный из начала координат от к заданной точке пространства. Специфическое наименование, которое всегда имеется в виду именно вот такое, как тут определено. Но если использовать эту декартовую систему координат, то радиус вектор его на разложение имеет вид следующий, где x, y и z – это проекции этого радиуса вектора на ось x, вот это проекция на ось x, вот это проекция на ось y, а вот это проекция на ось z.
Ну, если вместо ИЖК используют его обозначение Е с индексом, то же самое можно переписать так. Тогда только имеется в виду, что x1 это x, а x2 это y, и x3 это z. Модуль радиуса вектора – это корень квадратный, понятно, по геометрии, которую тут легко определить. Вводится тоже еще важное такое понятие – единичный радиус-вектор. Это вектор, который направлен по радиусу вектору, вдоль направления радиуса вектора, но по величине равен единице. Вот если этот вектор, который тут нарисован, разделить на модуль этого вектора, то вот это будет как раз вот этот вот единичный вектор, единичный радиус вектор. Но надо иметь в виду, что, конечно, система координат, кроме вот Декартовой, их, вообще говоря, очень много. В таком учебном целях обычно используется, кроме Декартовой, еще цилиндрическая система координат, сферическая система координат. Ну вот, например, цилиндрическая система координат, значит, она использует три переменные. Это вот угол φ, ρ и координату z. Имеется в виду положение вот этой точки. Так вот, тут принципиально важно следующее, что если в Декартовой системе координат вот эти вот векторы и ЖК в любой точке пространства всегда занимают одно и то же положение, вот в любой точке, где бы вы ни нарисовали, Декартовой системе координат единичные векторы всегда вот те, которые вот здесь вот были нарисованы, вот И, Ж и К в любой точке. А вот для, вот, например, вот этой уже цилиндрической, ну и для любой там криволинейной системы координат, вот этот набор единичных векторов, меняется в зависимости от того, в какой точке вы его рассматриваете, какую точку рассматриваете. Вот здесь точку рассматриваете, уже, значит, вот направление вектора, например, единичного вектора в направлении положительного изменения ρ, вот такое, уже видно прямо другое по отношению к тому, что здесь нарисовано. Почему я об этом говорю? Потому что на самом деле алгебра векторов это недостаточно для того, чтобы использовать ее повсеместно в физических, так сказать, теориях. Нужно уметь интегрировать векторы, дифференцировать векторы. И вот это принципиально важно, так сказать, иметь в виду, что вектор в Декартовой системе координат, компоненты его не меняются, а в любой криволинейной системе координат эти компоненты зависят от точки. И поэтому, если вы там что-то интегрируете вот в этой системе координат, то уже это нужно иметь в виду, что ничего хорошего не получится, потому что вот эти единичные векторы в системах координат, они меняются в зависимости от точки к точке, в отличие от Декартовой системы координат. Поэтому, например, интегрирование, конечно, всегда нужно проводить в Декартовой системе координат. Ну вот в алгебре векторов, кроме вот этих понятий сложения вектора, вычитания вектора, умножения на число, вводится всего-навсего два основных определения произведения векторов. Произведение векторов – это скалярное и векторное произведение. Что такое скалярное произведение? Ну, на словах, как учили в школе, значит, это у вас этот двух векторов обозначается символом, таким вот, ну, с точкой. Можно и в скобках это обозначать вот так. И определяется как число, равное число. Не вектор, а число. Это вот скалярное произведение, это объект, который из двух векторов дает скаляр, число. Значит, число, равное произведению модуля векторов на косинус угла между этими векторами. Этот угол, конечно, может быть какой угодно, в интервале от 0 до π. Ну, эти обозначения вот этого скалярного произведения, что это модули на косинус угла, их же можно как интерпретировать? Ну, например, а на косинус тета – это проекция вектора А на ось b. Вот. Можно и наоборот проинтерпретировать, что b на косинус тета – это есть проекция вектора b на ось А. Ну, то есть написать хоть так, хоть так. Но вот эти все определения, они вот запутывают, вообще говоря, нормальное впечатление от этого математического определения произведения векторов, которое, повторяю, может обозначаться вот так. Как видно из определения положения вот этих векторов А и Б коммутативно, ну то есть переставлять местами можно в произведении векторов. И в зависимости от вот этого угла тета, конечно, мы можем сказать, что у нас векторы могут быть параллельные, ну, например,
Вот ортогональные векторы, как я уже говорил, это угол θ равен 90 градусов, ну или целое число 90 градусов. А здесь угол θ равен нулю. Значит, и еще вот для ортогональных векторов мы можем точно написать, что единичные векторы, скалярное произведение единичных векторов системы координат декартовой, вот они удовлетворяют такому соотношению, что если вы единичный вектор и умножаете на единичный вектор g, то будет 0, они ортогональны. А если вектор сам на себя умножить, то будет единица. Ну вот с учетом определения так называемого символа Кроникера, это можно, вот это символ Кроникера, он равен, значит, единице, если индексы одинаковые, и 0, если индексы разные. Ну и, наконец, вот эти антипараллельные векторы, это когда угол θ там равняется 180 градусов. Так вот это все соотношение, все замечательно, хорошо, но тем не менее для математического использования скалярного произведения нужно иметь в виду все-таки, что мы работаем с компонентами вектора. Значит, каждый из этих векторов можно разложить вот, по единичным векторам, ну, например, k, тогда будет вот это трехкратное суммирование по k от единицы до 3. Ну, а если у нас тут два вектора, то и вектор b можно разложить. В результате, с учетом вот этого соотношения, которое мы тут видим, что вот эти векторы ортогональны, значит, из этого двухкратного суммирования по k и по n остается только один из-за символа Кроникера дельта kn. Вот это вот символ Кроникера дельта kn. Суммирование только по k, и вот это определение, которое на самом деле нужно использовать и легко использовать для математического, значит, применения вот этого понятия скалярного произведения уже с векторами. Сумма произведений проекции векторов. Вот, два вектора, значит, сумму произведения компонент векторов дает вот то, что мы называем вот этим вот скалярным произведением векторов. Второй тип произведений, в отличие от первого, который называется скалярным произведением, называется векторное произведение. А вот векторное произведение формирует вектор из двух векторов. Если предыдущее определение из двух векторов формировало скаляр, то векторное произведение из двух векторов формирует вектор. Ну и в таком вот, в примитивном его изображении, вот это вот так называемое векторное произведение, это вектор по величине равный произведению модулей векторов на синус угла между ними, вот произведение модулей на синус угла между ними. Но раз это вектор, то нужно указать направление. Так вот этот вектор направлен перпендикулярно к плоскости векторов сомножителей. То есть вот эти два вектора, ну они, конечно, лежат в одной плоскости, да? Так вот, этот вектор, который образуется, то это будет вектор ортогональный этой плоскости. При этом надо еще сказать, в какую сторону он ортогональ. Ну, например, если вы лист бумаги, может быть вверх, вниз, куда? Значит, вот такие словеса приходится говорить, что в ту сторону он направлен, откуда поворот от первого сомножителя ко второму на меньший угол виден против хода часовой стрелки. Ну, в общем, как это все запоминать, это к одному Богу должно быть известно, так сказать. Поэтому, конечно, эти определения, которые вот так вот исходно-то сказаны, они переписываются уже в нормальном виде, в математическом, чтобы использовать именно проекции векторов для задания, автоматического задания, вот характеристики вот этого векторного произведения. Ну, можно еще тут прокомментировать сначала, что вот для пары ненулевых векторов А и Б из этого равенства следует параллельность этих векторов. А модуль векторного произведения имеет простой геометрический смысл. Это площадь параллелограмма, построенного на векторах, входящих в векторное произведение. Откуда это взялось? Ну, площадь это h на модуль вот этого вектора b. Ну, а, значит, h это видно, что это модуль А на синус угла θ, и все в этом смысле легко эти определения понять. Так вот, о чем я говорил предыдущем, что вот эти все словеса, которые произносятся, и в том числе в векторном произведении, в скалярном произведении, ну, их надо что-то такое в уме держать. Так вот, лучше использовать математический аппарат, который прямо применяется для, в том числе, вот этой алгебры векторов. Используется такой
значок, который называется, ну, можно считать, на самом деле это тензор третьего ранга, если кого это пугает, не пугайтесь, это символ, который зависит от 3 индексов. Называется вот он символ Леви-Цивита. Этот символ, вот этот вот символ, он фактически определяет, это символ Леви-Цивита, определяет правила векторного произведения для вот, ну, системы, скажем, вот даже декартовая система координат, ортогональных единичных векторов. И определяет он так. Вот эти вот и, G и вот эти K индексы, конечно, может быть любое, да? X, Y, Z или в алгебраическом смысле 1, 2, 3. Так вот, вот этот вот индекс, вот этот символ, он равен нулю, если хотя бы пара вот этих индексов и, G, K в его обозначениях одинаковые. Ну, если 3 одинаковых, то тождественно, конечно, все равно нулю. Хотя бы пара, если одинаково, то этот индекс равен нулю. Но этот индекс равен плюс единицы. Если вот эти вот набор вот этих индексов и ЖК, которые здесь у вас появятся в этой сумме, образуют циклическую перестановку от 1, 2, 3. От 1, 2, 3. И значит, этот символ равен минус единице, если вот эти вот индексы образуют, ну, они написаны же будут какие-то там 2, 1, 3, например, да, ну, среди этих вот многочисленных сумм и вариантов перебора и G, вот 2, 1, 3, это уже не циклическая перестановка. Значит, вам нужно пару менять, 1 и 2, и тогда этот вот индекс называют равен единице. Вот такое вот определение. Если к нему привыкнуть, вот исходя из этого определения, то очень все просто становится при использовании вот этой алгебры векторов, ну, в любом определении, хоть смешанном, хоть произведении там, вектора, о котором я сейчас буду говорить, хоть двойное векторное произведение. Тут вот нетрудно установить, что при различных значениях вот этих и, Ж, К, ну, индексов, одним словом, этого символа Леви-Цивита, он удовлетворяет вот таким соотношением. Просто руками можно проверить, что это так. Ну, для примера, вот, значит, вот такая вот сумма по вот этому индексу, видите, суммирование по одному индексу, а К и Л вот эти вот, и СТ, тут произвольные. Так вот это есть вот определитель второго порядка, который может быть рассчитан, и сейчас он ниже будет использован, кстати сказать. Руками то же самое можете определить, вот различный перебор этих различных вариантов. Ну вот с этим символом можно установить много разных соотношений, в том числе, например, вот суммирование по двум индексам одинаковым. Вот два символа, у них и К одинаковый. Будет просто вот этот символ Кроникера, что индекс L равняется индексу T. Но если вот суммировать вообще по всем, то будет чистая шестерка. Кстати сказать, определитель, допустим, третьего порядка, вот он, это есть, ну, те, кто слово такое понимает, матрица, которую можно так вот представить. В конце концов, это вот определитель с использованием вот этого понятия символа Леви-Цивита, это есть вот такое вот трехкратное суммирование покомпонентное. Теперь, если вернуться теперь к векторному произведению, так вот с использованием вот этого понятия символ Леви-Цивита, смотрите, у нас вектор А и Б, мы можем их разложить по этому базису. Вот это от вектора А базис, это для вектора Б базис, а это его проекции А и БЖ. И тогда, вот возвращаясь вот сюда, вот к этому определению, да, видно, что ну, вместо вот этого векторного произведения мы подставим уже, соответственно, дополнительное суммирование по К, символ Леви-Цивита и вот единичный вектор ЕК. А это есть определение вот этой матрицы. И вот это соотношение уже не требует вот это определение того, куда будет направлен вектор. Он автоматом появится, направление этого вектора в векторном произведении, поэтому, конечно, вот это определение в виде этой матрицы, где и это единичный вектор И, это единичный вектор Ж, кто если что-то там забыл, Е3 это единичный вектор К, а это вот компоненты этого вектора. Вот видите, опять векторное произведение определяется вот таким вот раскрытием вот такой вот матрицы. И здесь никаких правил того, что против ли часовой стрелки, по часовой стрелке вы там смотрите на эти векторы, это в математическом смысле появится точное направление, правильное направление
вот этого векторного произведения. Ну, кроме этих двух фундаментальных базисных определений, скалярного произведения и векторного произведения, есть еще понятие смешанное произведение. Ну, это комбинация на самом деле, значит, векторного и скалярного произведения. То есть скаляр А умножается на вектор, который получается в векторном произведении двух векторов B и C. Вот если пользоваться этим символом Леви-Чевита, то это будет вот матрица размерностью 3 на 3, вот такого вот вида. Это вам тут приводится доказательство, если кто, так сказать, кому-то что-то такое не нравится, это доказательство. Ну и вот выучите просто конечный результат, и в этом смысле использование этих определений становится понятным и доступным. Ну вот из этого матричного определения, например, вытекает, что значение смешанного произведения не меняется при циклической перестановке векторов. То есть вот в этом смешанном произведении вы, если циклически переставляете векторы, ну, например, b скалярно умножается на ca, то все будет то же самое. Вот. Ну, это циклическая перестановка столбцов. Здесь ничего не поменяет, поэтому, конечно, результат именно такой, который сейчас вам тут озвучен. Так, и последнее можно еще замечание сделать, что сам по себе этот вот символ Леви-Чевита, это вот такое смешанное произведение единичных векторов. Ну, считайте, Декартова система координат для вас проще. Еще одно двойное так называемое векторное произведение вводится. Ну, просто комбинация уже всех тех правил, которые вам были известны. Что, значит, формально-то это выглядит так, что вот вектор А умножается на вектор, который сам является векторным произведением. Векторным произведением. Ну, вот можно мнемонически запомнить такое правило, которое легко выводится. Вот оно выводится вот таким вот образом. Разлагаете каждый вектор по своему базису и используете вот это свойство, которое здесь вот нам теперь означает, что нужно просуммировать, значит, например, по L это будет скалярное произведение, а вот там соотношение было написано при суммировании по одинаковым индексам, вот, по одинаковым индексам дает, ну, вот это вот два слагаемых, которые здесь будут появляться. Значит, вот если это все из предыдущей картинки раскрыть в явном виде, подставить сюда, то возникает с учетом определения скалярного произведения при суммировании по L там возникнет. Вот эта формула, которая на самом деле и сворачивается вот в эту бац минус ц формулу. Это двойное векторное произведение. Ну, есть еще и другие варианты произведения компонент, они называются прямое произведение компонент векторов. Кстати, вектор можно как угодно задавать, вот эти компоненты. Хотите, значит, вот, например, в векторном, в виде вот такого вектора изобразить, ну, тогда прямое произведение, которое обычно вот этим значком обозначается, ну, это перебор любых произведений. Вот смотрите, AX на BX, вот оно. AX на BY, это вот. AX на BZ, это вот так вот. Ну, вот все варианты, которые тут можно перебирать, это формирует то, что называется прямое произведение компонент векторов. И дальше, когда мы там будем более подробно уже об этом говорить, это будет, как вы узнаете, связано с понятием тензора. Значит, вообще понятие вот этих векторов, ну, в данном случае, в двумерном пространстве, трехмерном пространстве, математики уже независимо от физики взяли, обобщили на характеристики, которые называются многомерное пространство. Но в рамках многомерных пространств, ну, грубо говоря, какие-то объекты, которые зависят от n штук каких-то переменных, да, в рамках этих многомерных пространств вводится свое специфическое определение скалярного произведения. Это имеется в виду, что один вектор должен быть, компоненты его в скалярном произведении содержать комплексные числа, комплексно сопряженные значения компонент, а второй вектор вот в этом произведении, вот этот первый, обязательно комплексно сопряженный. Но он вот здесь вот видно и вот уже в этой формуле. Ну, то есть видно, что чуть-чуть отличается от определения вот в теории многомерных пространств от скалярного произведения, имеется в виду, от определения вот в этом трехмерном пространстве. А вот это
значок, который традиционно используется в угловых скобках, это в теории многомерных пространств широко используется. Ну вот это все варианты, которые называются либо внешнее произведение, ну вот когда вы как столбец умножить на строку, например. Ну вот эти переборки, которые здесь вот были в многомерном случае, это вот эти варианты, которые здесь представлены. Можно и так написать, что вот в виде опять этого же столбца, когда вы умножаете прямое произведение вот этих вот двух в теории многомерных пространств, ну, которые вам не очень нужно, конечно, по электродинамике, по крайней мере, это будет вот такой вот. Но в качестве заключения, еще раз, что нужно точно знать? Вектор можно разложить по базису. Раз. Второе. Скалярное произведение. Это словесная формулировка, а смысл его вот такой. Векторное произведение, опять, это словесная формулировка, где нужно объяснить, что вот это за вектор n. А вот если использовать просто его такое математические соотношения, то вот так вот просто вычисляется матрица размерности 3 на 3, и будет правильное направление векторов. Ну, смешанное произведение, это тоже матрица, так, и двойное векторное произведение. Это вот то, что необходимо как минимум знать для использования так называемой алгебры векторов. И подчеркиваю последнее, что в алгебре векторов не вводится, не существует операции деления на вектор. Деления на вектор не существует. Деление чисел есть, а в векторной алгебре, хоть и называется алгебра, этого нет. Ну вот это минимальные сведения, которые нужно для алгебры векторов точно знать. А всю остальную часть, касающуюся интегрирования, дифференцирования, понятия, значит, разных классификаций векторов, истинные векторы, псевдовекторы, понятия такие, как, значит, потребуется для этого определить такое, значит, правильное определение вектора, будет дано ниже.